Stream Elements Bot Running. Всем привет! Начинаем стрим. Ну и в самом начале, как обычно, реклама. Привет! Хочу порекомендовать вам простой способ заработать денежку. Этим способом пользуются уже почти 500 000 человек. Присоединяйся к ним. Достаточно просто перейти по ссылке под видео, установить расширение в свой браузер и дальше просто бороздить интернет, как делаешь это обычно. И все. Сайт будет отмечать рекламу, а ты будешь получать за это денежку. Все очень просто. Я рекомендую. Ну, начинаем. Вначале немного моих новостей. На Бусте наконец-то сделали возможность сохранения стрима. То есть раньше стримить можно было, он то шел, то прерывался, когда как. Но после окончания стрима просто-напросто переставал быть доступным для людей. То есть запись не сохранилась. Ну а теперь можно поставить галочку. И вроде как бы должна сохраняться, поэтому сегодня провожу тестирование и смотрим, будет оно там или не будет. Но в любом случае, стрим идет и во ВКонтакт, и на YouTube.
Поэтому, если вдруг не сохранится, то придется воспользоваться старыми методами и вставить туда уже именно то, что и нужно было. Самое интересное, что когда настраивал Boosty, OBS, выяснилось, что Boosty и VK Play, недавно запущенный, одно и то же. Хотите подписаться в VK Play, приклеите свой аккаунт на Boosty, настройте там подписчиков, и все будет у вас хорошо. Как-то вот оно вот так. Ну, посмотрим, как оно вот так обойдется. Ну, а пока напоминаю, что... Вернее, не напоминаю, рассказываю о том, как делать рекламу на моем канале. Если вам нужна простая, коротенькая реклама, то есть ссылочка. Она есть у всех, кроме, опять же, пользователей Boosty. Вот рыжий вот этот прямоугольничек. Переходите на Донат Киви. И вместо сообщения пишите 200 знаков, в которых указываете, что вы хотите прорекламировать. И эта запись будет висеть ровно 30 суток. Редактировать ее я не буду. Что-то в ней менять тоже не буду. Поэтому, если у вас рекламируется ресурс, который не нарушает действующее российское законодательство, то ради бога, просто дешево и никаких переговоров и все такое прочее. Если вам нужен какой-нибудь преролл, то есть типа того, что был в этом ролике в самом начале, нужно добавить описание с ссылками под видео. Там же под видео с ссылками есть контакты. Если вы смотрите это в каких-нибудь Одноклассниках, ВКонтактах, просто напишите на мой аккаунт, я вам не сразу, но отвечу. И будьте, когда будете писать, взрослым человеком. Потому что, в неделю человек 5 обращается. Разместите, порекламируйте, расскажите, сколько это будет стоить. Стоить это будет от 100 рублей минимум до 15 тысяч за один выпуск максимум. Почему такой разброс цен? Все зависит от того, что вы будете рекламировать, какая тематика и все тому подобное. Опять же, нужно сделать какой-нибудь видеоролик и показать его во время стрима. Нужно просто рассказать что-то во время стрима. Нужно что-то конкретное сделать. И поэтому, когда вы будете связываться со мной, писать мне сообщения, расскажите это все. Не надо строить из себя культурного, вежливого человека. Например, вчера некое тело с контакта написало сообщение в том же самом ВКонтакте, и я случайно попал на ваш канал, он меня заинтересовал. Могу ли я вам задать вопрос? То есть, если я скажу нет, не надо мне задавать вопросы, она просто-напросто напрасно потратила время и уйдет. Скорее всего, нет.
пойдет этот же вопрос. Тогда зачем тратить все это время, а не задать вопрос сразу? Ладно. Спрашиваю, что за вопрос. Проходит какое-то время, уже посетил ее страницу там ВКонтакте, посмотрел. Обычный человек, который пишет каждый день одну новость, притчу, афоризм на тему, как хорошо владеть бизнесом, заниматься бизнесом, а не сидеть на зарплате. Что меня удивляет во всех этих самых подобных аккаунтах, это якобы китайская притча про бананы и обезьян. Есть практически у всех. Суть сводится к следующему. Какой-то китайский мудрец положил перед обезьяной пачку бананов и пачку денег. Обезьяна схватила бананы и убежала довольна. И мудрец объясняет, потому что бананы схватила обезьяна, потому что знает, что они вкусные. А то, что деньги можно купить целый вагон этих бананов, она не знает. Как ими пользоваться, не знает. И поэтому деньги остались ненужными. И дальше идет какая-нибудь вода про то, что вот нужно заниматься бизнесом, обратитесь ко мне, и я продам вам бизнес. Нельзя купить бизнес. Не в смысле нельзя купить какое-то дело, это как раз можно. А именно просто бизнес купить нельзя. И если человек продает бизнес, то, скорее всего, он просто вас разводит на покупку какой-нибудь книжки, лекции, инструкции или чему-то такое подобное. Типа, да, вот ты мне денег дашь, я тебе расскажу историю про обезьян, добавлю пару умных афоризмов, процитирую какого-нибудь импортного человека, который все знают, что он миллионер, и все. И на этом все закончится. Если хотят продать бизнес, то не обращаются, давайте купим бизнес. Обращаются, не хотите купить у меня хлебопекарню, не хотите купить у меня массажный салон, не хотите купить у меня автосалон, компьютерный центр, магазин, цех и что-то там еще. То есть идет конкретное объяснение, что же вы должны купить у этого человека. Но он же не может обратиться к вам и сказать: давай, дружище, я тебя разведу, как лоха, продам никому не нужную вещь, а ты потом будешь доволен. А если не будешь довольным, значит, ты неправильно слушал, неправильно читал, неправильно понял. Ну и так далее и тому подобное. Ну и подумайте, вот, если бы можно было научиться вести бизнес, дела, получить какую-нибудь хватку, разбираться во всяких тонкостях, это бы давным-давно изучали бы в школах, в институтах. Но это там не изучают. Я не хочу сказать, что в школах изучают только полезное и нужное. Нет. Бывает то, что изучают и бесполезное, и то, что человеку в жизни вообще никогда не пригодится. Всякое бывает. Но нельзя научить именно вести бизнес с помощью какой-то книжки, какой-то лекции. Да, можно заставить человека подумать, озадачиться, чтобы он сам принял какое-то решение, додумался сам до этого решения. Можно. Но все это не делается путем интернет-переговоров и тому подобное. Один мой знакомый решил научиться говорить. Нет, не в том плане, что он там немой был или что-то подобное, а просто
говорить без запинок, долго, интересно. Заплатил 3 раза по 70 тысяч за курс у какого-то известного болтолога. И сидели в зуме целые 3 месяца, слушал, как дядька ему рассказывал, что вот есть такие типы, есть вот такие типы, с этими типами надо разговаривать вот так, с теми типами надо разговаривать вот так. На 2-м месяце пошли уже, а как бы вы это начали говорить, а как бы вы вот это начали произносить, а как бы вы то, как бы вы сё. Ну да, друг мой стал беднее. Научился он разговаривать? Нет. Единственный способ, чтобы научиться вести переговоры, это вести переговоры. Научиться обманывать людей – это обманывать людей. Опыт, практика – это единственный способ что-то там выучить, зазубрить. И чем больше, тем лучше вы будете этим заниматься, тем со временем это будет у вас лучше получаться. Да, у одних людей есть предрасположенность, которые могут что-то как-то где-то, не сильно долго думая, произносить. А кто-то напечатанный текст будет по слогам читать. Да, согласен, каждому свое, но у кого-то получается лучше, у кого-то хуже, у кого-то в одну сторону предрасположенность идет, у кого-то в другую сторону идет. У каждого оно по-всякому. Поэтому выберите то, что хотите изучать, и изучайте. Ну, возвращаясь к теме, с чего все и началось, про рекламу на моем канале. Расскажите, что вам нужно с самого начала. Поздоровались и все, и сразу же. Я хочу, чтобы вы разместили видеоролик на своем канале во время стрима, в начале, в середине, в конце. Я хочу, чтобы вот кроме вот этих лайков, подписка и колокольчика появлялась еще какая-нибудь заставка, логотип, который привлекал бы внимание, который куда-то заставляла людей куда-то там перейти. Хочу, чтобы была ссылка под видео, хочу это, хочу то. Я прочитаю это сообщение и отвечу вам, сколько это будет стоить, что вам для этого нужно сделать. Мы решим, вы это будете делать, я это буду делать. И все. Вы переводите деньги и полученный результат смотрите в следующем стриме. Все очень просто. Не нужно вот всю вот эту вот волокиту, а давайте так, а давайте это, а может быть вот лучше так, а может быть лучше не это. Это все потом, когда начнется дискуссия по поводу, что вы хотите, как вы хотите, вот там это можно. А в самом начале тратить время на то, чтобы уговорить человека, который еще даже не сказал, что он согласен, это глупость. Ну и в принципе все. Переходим к основной части стрима, к вопросам, которые вы задавали. Сегодня тестирую одну ерунду.
И поэтому прошу вас нажать лайк. Просто мне интересно, будет этот лайк отображаться на экране или не будет. Если не хотите просто так лайкать, то потом можете нажать дизлайк. Или опять второй раз нажать на лайк, и он тогда у вас отключится. Ну, как-то оно вот так. Ну, тем временем переходим к вопросам, которые вы нас задавали. А вопросы у нас будут вот такие следующие. Сообщают, что некий депутат Прибалтийской, не знаю, как страны назвать, не сильно поворачивается, выслушал речь Вайкуля о том, что она и Пугачева кормили всю Россию, и предложил Вайкуля оштрафовать за то, что она спонсировала террористический оккупационный режим. Ну, что хочется сказать по этому вопросу? По большому счету, за языком нужно следить, особенно в наше неспокойное время. Да, согласен. Когда тебя не хотят слушать, и новое поколение не знает ни твоих песен, ни кто ты такая, хочется каким-то образом привлечь внимание к себе. Ну, привлекла, хорошо. Кто-то посмеялся, кто-то вздохнул, кто-то пальцем у виска покрутил. А кто-то решил продолжить эту тему. Ага, она спонсировала СССР. Ну, скорее всего, я предложу, и скорее всего, это предложение останется без ответа. Ну, а с другой стороны, об этом многие напишут, поэтому давайте-ка мы напишем. И написали. И все. К сожалению, современные новости — это такие новости, где в первую очередь это лайки и все такое прочее. И без разницы, сказали вы правду, соврали, будет какое-то решение или не будет. Главное, да, вот, случилось щелк, и этот щелк набрал 100 лайков. Или 1000, или миллион. И ради этих лайков все и делается. Следующая новость у нас: обмен торчка на торгаша оружием. Именно так был прислан этот самый вопрос. Речь идет о том, что обмен так называемого оружейного барона Виктора Бута на наркоманку-баскетболистку из Америки. Лично я в этом вопросе вообще не вижу ничего ни интересного, ни какого-то прям такого, что вот, ага, смотреть обязательно. Да, хорошо, нашего российского гражданина, который отсидел 15 лет в американской тюрьме, обменяли на наркоман. То есть Виктора вернули на родину, сейчас подлечится, уже вступил в ЛДПР и начнет свою деятельность. Какая это будет деятельность? Может быть, будет говорящей головой в телевизоре. Может быть, начнет обратно покупать, продавать
всякое разное, что стреляют. Может быть, что-то еще третье. Но мне понравился один комментарий. Ага, вот Виктора вернули, и теперь мы будем покупать у Ирана герань еще дешевле. Возможно, да, возможно, мы будем покупать еще дешевле. Но мне кажется, почему-то, прям вот так вот чуть-чуть кажется, что заслуги Буты в этом не будет от слова совсем. Ну, может быть, да. Может быть, нет. Посмотрим. Тест. Мгм. Это я немножко протестировал, как выглядят всякие разные уведомления. Ну, если вы, к слову сказать, напишите свой комментарий в чате под видео на YouTube. Кстати, на YouTube мы еще не проверяли. Давайте проверим и там. Тест. Да. На YouTube, ВКонтакте и на Бусти, надеюсь, тоже работает. И написать сообщение. Тест. Тест. Да, все. Все работает. То есть везде, где идет стрим, можете написать сообщение под видео, и я его увижу. Собственно, как-то оно вот так. Что у нас идет дальше по новостям? Яшин мудак получил 8,5 лет. Ну а в принципе, почему бы и нет? Прокурор просил 9. Судья решил, что 9 данный персонаж недостоин. Хватит 8,5. Годиков через 5-6, если будет хорошо себя вести, уйдет на УДО. И все. И будет бегать по социальным сетям и рассказывать, кто он такой был, есть, как он там в кровавой тюрьме сидел, как его били, пытали, заставляли, а он не поддался. В принципе, ну, как говорят в народе, медаль нашла героя. К чему стремился, то и получил. Поэтому поздравим Яшина. И как в одной шутке написали, Яшин будет первым мудаком в законе. Ну да ладно. Также сообщают о том, что некоторая группа активных граждан решила сделать город Донецк городом-героем. Если честно, я эту новость погуглил, поискал. Я не знаю, как сделать город городом-героем. Какую, ну, в смысле, в какую контору обращаться, какие инстанции проходить. Но данная группа все это сделала чисто в телеге. Ну, еще где-то там на каких-то сайтиках. То есть его же обстреливают. Поэтому давайте будет город Донецк городом-героем.
у нас, много достаточно городов-героев, и все они с чем-то как-то связаны, кроме того, что этот город обстреливали. Не то чтобы совсем не обстреливали. Обстреливали многие города. Но не все же города стали городами-героями. И называть украинский город городом-героем, не знаю. Лично мне эта идея не заходит. Может быть, потом кто-то там как-то вдруг решит, что надо сделать именно так. Как только решит, значит решит. На данный момент, на мой взгляд, это абсолютно глупая, пустая, никчемная идея, созданная лишь для того, чтобы привлечь определенное внимание к определенному кругу лиц. И все. А какая это группа, зачем, к чему, почему? Потом как-нибудь при случае разберемся. Господин Милонов вернулся из зоны проведения специальной войсковой операции и предложил ввести в школах религиозные тексты для изучения. Выражаясь простым русским языком, в местах, где живут мусульмане, господин Милонов предлагает на уроках читать Коран. В местах, где нет мусульман, а есть, например, православные, там читать будут Библию. Господин Милонов забыл сказать, а что будут читать в классах, где нет ни мусульман, ни буддистов, ни православных, а просто, обычные люди, обычные атеисты, например, как я. Что читать? Вводить специальный урок ради чтения религиозной литературы, на мой взгляд, глупость. Можно сделать дополнительно несколько уроков, например, исторической литературы, литература религии. И эти уроки, например, как исторические, как литературные провести. Чтобы люди знали, что да, вот есть Коран, есть Библия, есть Бхагавад-гита, есть еще куча всякого разного. Рассказывается об этом, о том, о сём. И не надо на эти уроки приглашать мул, раввинов, попов. А просто нормального пригласить разбирающегося в теме человека, который расскажет. Вот, например, все знают то, что мусульмане не сильно любят иудеев. Прям не любят и все. А если вы прочитаете Коран и Талмуд, сначала Талмуд, потом Коран, или сначала Коран, потом Талмуд, не суть важно. Вы вдруг увидите, что в обоих книжках рассказана одна и та же история. Да, героев зовут по-разному. В некоторых деталях у одних придет 4 человека, не человека, 4 демона, у других 3. Здесь протрубят, а там в бубен стукнут. Но в общем и целом история в обоих книжках одна и та же.
О чем это будет говорить? О том, что когда-то давно человек придумал себе сказку, которая помогала бы ему строить и жить. Потом часть этой сказки попала в распоряжение одних людей, и они ее обклеили своими ярлычками. А часть этой сказки попала к другим людям, которые свои ярлычки наклеили. И в конечном итоге получились две вроде как бы разные религии, которые, по сути дела, являются продолжением одной. Не хочу никаких верующих обижать, оскорблять и тому подобное, но просто так вот, смеха ради, для общего образования. Прочитайте не житие преподобного какого-нибудь там, а именно первый источник. Христианин, прочитай Библию. Новый Завет, Ветхий Завет. Прочитай Талмуд, прочитай Коран. Все это есть в свободном доступе в интернете в огромных количествах. Можно даже на свой телефон скачать какое-нибудь приложение, которое позволяет читать книжки, и загрузить туда все эти религиозные талмуды. И тихо, спокойно, как появилось свободное время, потратить не на что-то там, на что вы тратите свое время, а именно на чтение. И прочитать не просто вслух произнести, а прочитать именно немножко подумав. Вот эта история, вот эта история. Чем они отличаются, чем похожи. Откройте для себя много нового интересного. Но, скорее всего, с религией после этого придется завязать. И последняя новость на сегодня. Закон о правильном русском языке для чиновников. Очередная попытка сделать русский язык правильным, защищенным, без каких-либо западных вложений, а именно прямо вот язык языком, чтобы прямо вот угу-гу, какой язык был. Только у меня один маленький вопросик. А если в русском языке какое-нибудь русское слово? Русское, простое, обычное слово. Наверняка есть. Вот, например, вот меня зовут Андрей. Андрей — старинное русское имя, которое на самом деле греческое. Мою дочку зовут Полина. Тоже русское имя. Только Полина происходит от, ну, если угодно, от французского Поль. Мальчик Поль, девочка Поля. В русский язык пришла как Полина. Потому что в некоторых языках, если по буквам прочитать, Паулина. Тоже вроде бы русское имя. Варвара. Ну уж тоже не английское, не немецкое имя. Однако происходит, если дословно прочитать, это просто женщина-варвар. И тоже то ли из Рима, то ли из Греции, откуда-то оттуда идет. Потому что не понимали
греки с итальянцами, что говорят пришедшие к ним немцы. Им казалось, что они просто варвар. Поэтому варвары. А тут вот даже одна депутатка прочитала нам текст и в этом тексте пересказала Гоголя на современном русском языке. И вот видите, надо это все защищать, надо вносить в словари, надо это, надо то, согласен, надо. Но русский язык, как и любой другой язык, он постоянно меняется. Вот я говорю на русском языке, мои родители говорят на русском языке, дедушки с бабушками говорили на русском языке. Дедушки, бабушки тоже говорили на русском языке. Но боюсь, что вот с этими дальними мы бы пообщаться вряд ли бы смогли. Потому что их русский бы отличался от нашего русского сильнее, чем мова от русского языка отличается. Очень сильнее. А записывать в словари слова, которые можно произносить, нельзя произносить, нужно произносить, не нужно произносить. Ну, допустим, хорошо, закон такой примут. Кто будет и как он будет следить за исполнением этого закона? Да, идет поправка, то, что вот обязанности у чиновников, у говорящих голов в телевизоре, то есть чтобы вот у нас со всех сторон звучала правильная русская классическая речь. Вы представляете выпуск, например, Владимира Соловьева, да? Нет, он хорошо говорит по-русски. Но представьте, вот его речь в стиле XVIII века. Это было бы интересно послушать. Даже я вот, с удовольствием бы посмотрел пару-тройку таких выпусков. Но боюсь, вот остроты момента данные бы обороты не смогли бы передать. Потому что, перефразирую известную поговорку, то, что одному хорошо, вернее, как там, что русскому хорошо, то немцу смерть, то, что в XVIII веке прокатывало, в XXI уже не прокатит. Как-то вот оно вот так. Все равно считаю, что данный закон, хоть он и будет законом, который никто не будет исполнять, никто не будет контролировать, просто, да, будет такой закон и все. Намного полезнее, чем новый закон госпожи Мизулиной, если мне память не изменяет. Решила озаботиться правами сперматозоидов. Потому что их права никак не защищены. Хочется добавить другую поговорку: чем бы дитя не тешилось, лишь бы не руками. И ничего с этим уже никак и не поделаешь. И кто-нибудь напишите какой-нибудь комментарий, чтобы я настроил отображение часов на стриме. То дата с временем куда-то уехала, а надо ее вернуть в уголочек. С новостями покончено.
Переходим к киносериальной части, в которой поговорим про фильм и про сериал. Сначала начнем с сериала. Начали показывать второй сезон сериала Slow Horses, или в русском переводе «Хромые лошади». Хотя я бы перевел короче, просто клячи. Кто не смотрел первый сезон, поясняю. В Англии есть разведка, и у этой разведки всех опростоволосившихся ссылают в специальное отделение, которое зовут клячи или slow horses, хромые лошади. Там они занимаются никому не нужной работой под предводительством человека с дырявыми носками, стоптанными ботинками, немытой башкой, который постоянно над ними издевается, шутки шутит несмешные или обидные, или что-то там еще делает. Но время от времени попадается возможность проявить себя, и они начинают проявлять. Я не скажу, что этот сериал прям какой-то там кладезь юмора. Смотришь, один экшен идет, драки, еще что-то где-то как-то. Ничего такого нет. Один прошел туда, другой прошел сюда, этот поговорил с этим, тот с тем. Где-то улыбку вызывает, где-то не вызывает. Ну вот увидел то, что на Лостфильме начали второй сезон показывать. Скачал первый сезон, пересмотрел его. И сейчас смотрю второй сезон, и это, мягко выражаясь, мне очень нравится. Но не для любителей экшена, юмора, пускай даже и английского. Просто интересный сюжет, интересная игра. Просто сериал, который идет чуть выше среднего уровня. Посмотреть можно. Ну а про фильм хотелось бы сказать, не знаю, в своем родном названии он называется On the Line. В русском переводе в прямом эфире. Суть сводится к следующему. Нам показывают вечер одного радиодиджея, которого играет Мел Гибсон. То есть возрастной дядька, 30 лет, ведет свою передачу, начинает ее вести в полночь. Во время эфира ему звонят разные люди, рассказывают свои проблемы, и он им дает совет. Кому-то хороший, кому-то не очень. И вот ему звонит человек и рассказывает, что хочет отомстить семье одного мудака. Потом бросает труп. Потом опять звонит и рассказывает то, что он уже у этого мудака. И выясняется, что этот мудак и есть Мел Гибсон. А этот человек уже якобы у него дома. И начинается экшен. Вызвали полицию, полиция в доме никого не нашла. На первом этаже в радиостанции находят труп охранника. Выясняется то, что маньяк вместе с семьей
радиодиджея уже в здании радиостанции. Все здание заминировано добрым десятком бомб. И радиодиджей Мел Гибсон с новым, как это, не знаю, называется, кто за пультом сидит на радиостанции, с пацаном бегают по этажам, ищут маньяка. И в самом конце вдруг выясняется, что никакого маньяка нету, а это был просто обычный розыгрыш. Мел Гибсон с командой решили разыграть этого новенького пацана, который вот этим за пультом сидел. Предупредили полицию, что будет все вот это. Предупредили так, сяк. Договорились с актерами, договорились, кто где будет лежать, кто где будет висеть, где чего кровью испачкать. И вот все, вот смотрите, да, вот наш выпуск подходит к концу, туда-сюда, и вот давайте предоставим слово нашему парню, которого мы разыграли, и суют микрофон этому самому пацаненку. А пацаненок пятится, пошатывается на лестнице, падает вниз. К нему подбегает девочка-оператор. Он умер. И все. Вся шутка юмора сходит на нет. Мы его разыграли, он помер. И когда наступает утро, Мел Гибсон выходит из радиостанции, там через какой-то пожарный выход. Его встречает директор этой самой радиостанции. И вот, я тебе говорила, хватит издеваться над людьми, хватит шутить, теперь тебя закроют, посадят. То... Читает ему лекции морали там. И все, ну Мел Гибсон играет прям отлично, все, он расстроился. То есть всю ночь издевались над парнем, шутили и совсем не смешную шутку. А все обернулось смертью. И вот Мел Гибсон понадобился платочек, и этот директор своему шоферу говорит: Макс, а ну-ка дай нам платочек. Макс поворачивается с платочком, и оказывается, что Макс и есть этот якобы померший парнишка. И тут выбегает вся радиостанция и начинает поздравлять Мела Гибсона с днем рождения. И оказалось, что шутник пошутил, а потом пошутили над ним. И вот эта концовка, если честно, идет... Но 2/3 фильма нам идет показывать напряжение. То есть, вот, смотрите, здесь маньяк похитил семью, отравил собак, зарубил там охранника, повесил воришку. А потом раз, и все это никто ничего не... Все это была шутка. А потом раз, и помер. А потом раз, и это тоже шутка. И это кино из-за этого очень интересно смотреть. Концовка не то чтобы расслабляет, а наоборот как-то напрягает. Вы весь фильм сидите, смотрите, как старик и молодой парень бегают и ловят маньяка по зданию, и все это в прямом эфире радиостанции, и они не могут прервать связь, потому что маньяк взорвет радиостанцию и убьет жену и ребенка. А потом оказывается, что поиздевались не только над сидящим за пультом пацаном, но и над вами. И когда вы смотрите, да, это был не боевик, это была какая-то трагикомедия и то да сё, и выясняется, что над вами поиздевались 2 раза. Из-за этого кино стоит смотреть. Если честно, оно лежало у меня в загашнике, наверное, месяц с лишним. Все, надо сегодня посмотреть, надо это. Нет, там сериал новый вышел, и буду смотреть сериал.
Ну, а тут что-то как-то вдруг так получилось, что все сериалы досмотрел. И посмотрел это кино, о чем, кстати, совсем не жалею. Ну, а тем временем подкаст почти час идет. Стрим, вернее. В следующий раз мы с вами увидимся. Когда мы с вами увидимся, где у меня тут календарик-то? В следующий раз мы с вами увидимся 19 числа в понедельник. Поэтому у вас есть ровно 4 дня, чтобы прислать новые вопросы, темы, пожелания и что-то там еще. Чтобы было что обсудить в следующем стриме. Ну а теперь всем пока. Увидимся в понедельник.